Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 29 июня 2026 года. Я хочу поговорить с вами об очень тяжелой, болезненной и по-настоящему парадоксальной теме. Я посвящаю этот выпуск обоюдной трагедии, которую можно назвать трагедией Фарион-Зинченко. В этой трагедии переплелись языковая вражда, идеология, политика и человеческая судьба. В уголовном деле об убийстве Ирины Фарион, где обвиняемым выступает Вячеслав Зинченко, весьма и весьма показательная фабула. И, друзья, скорее всего, итог этого дела также будет крайне показательным. Почему я так считаю? Давайте разберемся подробно. Прежде всего, давайте вспомним, чем именно стала известна Ирина Фарион. Она была ярой сторонницей насильственного насаждения украинского языка. Она прославилась жесткими и часто оскорбительными высказываниями в адрес людей, которые продолжали говорить в Украине на русском языке. Она активно разжигала языковую вражду, постоянно противопоставляя людей друг другу по языковому признаку. Этот дух вражды, который она так активно раздувала многие годы, в итоге, как это часто бывает, обернулся против нее самой. Ирина Фарион была убита. И это, безусловно, трагедия. Трагедия для ее семьи, для ее дочери, внуков, для однопартийцев. Но это также и очень горький, символичный итог той политики, которую она продвигала. Честно говоря, я не знаю, кто убил Ирину Фарион. Не знаю, кто именно совершил это убийство. И я публично заявляю, я не верю в то, что это сделал Вячеслав Зинченко. Я считаю, что настоящий исполнитель – это кто-то другой. Но, друзья, на сегодняшний день ситуация такова, какова она есть. Государство Украина в лице прокуратуры официально обвиняет в этом убийстве именно Вячеслава Зинченко. И давайте посмотрим, кто такой Вячеслав Зинченко. Вячеслав Зинченко – это житель города Днепр, человек, который позиционирует себя как патриот Украины. Более того, он в значительной степени, если не полностью, придерживается
бандеровской идеологии. Этот человек сознательно в публичной сфере полностью перешел с русского на украинский язык. То есть он стал именно таким, каким Ирина Фарион хотела видеть всех русскоязычных жителей Украины. По сути, Фарион и люди ее взглядов долгие годы ковали таких людей, как Зинченко. Они ломали через колено, заставляли отказываться от родного языка, от языка родителей. Чего стоит один Демьян Ганул? И вот теперь мы видим парадоксальную и почти сюрреалистическую картину. Зинченко обвиняется в убийстве Фарион. Получается, что Фарион сама выковала себе своего потенциального убийцу. Это выглядит как жестокая ирония судьбы. Человек, который активно боролся за украинизацию, в итоге сталкивается с последствиями этой самой политики, воплощенными в конкретном человеке. Друзья, я не являюсь сторонником Вячеслава Зинченко. Я не поддерживаю его позицию полного отказа от своего родного русского языка, от языка своих родителей и предков. И именно поэтому, с моей точки зрения, как сознательного русскоязычного гражданина Украины, я не могу испытывать к нему ни особого сочувствия, ни снисхождения. Хотя я и не верю в его вину и считаю, что принцип презумпции невиновности должен работать, и в случае недоказанности вины он, Вячеслав Зинченко, должен получить оправдательный приговор. Но если смотреть с позиции тех сведомых лингвистов и филолого-политиков, к которым относилась сама Фарион, то они могли бы сказать: все правильно, так и должно быть. Довечно. Ведь что делала Фарион? Она насильственно насаждала украинский язык, ломала людей через колено, отрывала им головы, заменяла мышление, превращая людей в своеобразных языковых зомби. И теперь одного из таких зомби судят за убийство самой Фарион. Символично, не правда ли? Но давайте пойдем еще глубже и посмотрим на суть языковой проблемы в Украине. Русский язык для московского государства на самом деле не является исконным языком московской нации и московского этноса. Московское государство исторически формировалось на основе
финно-угорских племен: Чудь, Меря, Весь, Мурама и многих других. Эти племена изначально не говорили на славянских языках. Церковнославянский, староболгарский язык, который пришел с территории Украины, с земель первой восточнославянской христианской государственности Великой Болгарии, был использован для лингвистической ассимиляции этих финно-угорских народов, населявших территорию современной России. Именно из этого церковнославянского староболгарского языка впоследствии и развился русский язык. Об этом, кстати, прямо писал академик Дмитрий Лихачев на основе своих многолетних исследований. Получается, что Фарион и ее сторонники пытались вырвать с корнем язык, который был создан на украинских землях, и вышвырнуть его носителей на территорию Московии, для которой этот язык, по сути, не является исконно родным. На место русского языка они агрессивно насаждали украинский. За эту деятельность Фарион в итоге поплатилась жизнью. Кто именно ее убил и каковы были мотивы, мы, возможно, никогда точно не узнаем. Возможно, мотив был не только языковой, но и какой-то иной. Однако судят сейчас человека именно в контексте этой языковой и национальной неприязни. С точки зрения сознательного русскоязычного человека, для меня это двойная трагедия. С одной стороны, убита женщина, которая всю жизнь боролась против русского языка на украинской земле. А с другой, обвиняют человека, которого сама эта политика превратила в украиноговорящего бандеровца, вышедшего из русскоязычной среды. Друзья, вы не находите, что это настоящий сюрреализм? Человек, который яростно насаждал украинский язык, убит. А человек, которого эта политика выковала, теперь сидит на скамье подсудимых по обвинению в ее убийстве. Если честно и прямо, абстрагируясь от чисто правовых моментов, мне не жаль ни Фарион, ни Зинченко. Каждый из них в какой-то степени стал жертвой и одновременно продуктом той языковой и идеологической войны, которую долгие годы вели в Украине. Такая вот горькая и парадоксальная правда, друзья. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, пишите свои мысли в комментариях, это очень важно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Поддерживайте канал донатами. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.